Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро, а это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. Перед тем, как мы начнем, я прошу поддержать это видео лайком, это очень помогает мне в развитии канала. Также, если вы еще не подписались, то предлагаю это сделать прямо сейчас, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ссылки на все мои социальные сети, а также на мои личные контакты есть в комментариях под любым видео на канале. Также, друзья, напоминаю, что у нас есть второй закрытый канал на Бусти. Слева сейчас появится QR-код, по которому вы можете перейти, либо перейти по ссылке, которая также находится в комментариях под видео, на канал Бусти, где находятся все самые шокирующие видео, все самые шокирующие расклады, которых нет на YouTube-канале и никогда не будет, потому что YouTube их может здесь заблокировать. И я от всей души благодарю тех подписчиков, которые с нами уже с прошлого года на закрытом канале на Бусти. Дорогие друзья, вы помогаете нам становиться лучше, расширяться, добавлять новые видеорасклады. Ваши имена и ники сейчас появятся на наших экранах. Итак, друзья, сегодня с нами карты Таро Здислава Бексинского. Я, кстати, напоминаю о том, что у меня есть личные расклады, обряды, и мы делаем обрядовые свечи своими руками из натурального воска. За обрядами и обрядовыми свечами, также личными раскладами, прошу обращаться ко мне в личку. Сегодня у нас будет расклад на Иосифа Виссарионовича Сталина, который занимал различные должности в Советском Союзе, начиная с генерального секретаря ЦК РКПБ ВКПБ с 1922 года и заканчивая фактическим руководителем СССР вплоть до своей смерти в 1953 году. Фамилию Сталин Иосиф взял от своей настоящей фамилии Джуганашвили, что в переводе с древнегрузинского «сталь», «джуга» – «сталь». В истории России и Советского Союза Сталин вошел как жестокий и кровожадный вождь, устроивший гонения на церкви и священнослужителей, начавший репрессии 1937 года и создавший систему ГУЛАГа. Вокруг смерти Сталина, однако, также ходит немало слухов, например, один из них, что его отравили, что он умер не сам. Давайте сегодня узнаем все об этом, о его смерти, о том, каким человеком он был на картах Таро Здислава Бексинского. Здравствуйте, карты. Первый вопрос, конечно же, характеристика личности. Сначала мы узнаем, каким на самом деле был Сталин, да, был ли он действительно кровожадным человеком, а потом уже раскроем все тайны его правления в Советском Союзе. Итак, характеристика личности Иосифа Сталина. Характеристика личности. Карты, покажите мне, пожалуйста, характеристику личности Иосифа Сталина. Каким человеком он был? Каким человеком он являлся по своей сути? Потому что транслировать он мог одно, а быть по своей сути совершенно другим человеком. Характеристика личности Иосифа Виссарионовича Сталина. Карта смерть. Карта трансформации. Все трансформируется во мне и трансформируются все люди вокруг меня. Карта смерть – это карта человека-триумфатора, карта победителя, карта человека, который постоянно вокруг себя использует какие-то новые прогрессивные методы управления людьми, управления страной, обучается всегда чему-то новому. То есть он никогда не стоял на месте, он всегда стремился жить, ему нужно было что-то иное, нежели изначально должно было быть в его жизни. Его не устраивало то, что дала ему природа, что даровала ему сама судьба. Он хотел двигаться дальше, постигать какие-то новые высоты. И вот здесь, именно в этой колоде, 13-й старший аркан смерть говорит о достижении и постижении каких-то новых высот, каких-то новых учений. Он хотел научиться всему тому, не что даровала ему судьба, а что он считал сам по своему предназначению. Вот здесь об этом речь. Характеристика личности данного человека – это человек, стремящийся возвыситься над всеми остальными людьми, но не для того, чтобы потешить свою гордость и свое эго и самолюбие, а для того, чтобы действительно, возможно, в будущем помочь людям и этому миру. Он почему-то вот по этой карте с самого рождения знал, что он будет каким-то человеком представительным, человеком, который не только свою судьбу, но и судьбы других людей, находящихся вокруг него, изменит. Он это знал, он это чувствовал, у него была хорошая интуиция, он шел к своей цели и ставил эти цели, достигая вершин каких-то, да. Здесь еще говорится о том, что
Я знаю, когда примерно я умру. Я знаю, сколько мне отведено на этом свете. Карта смерти вот именно в данной колоде говорит об этом. Я знаю, сколько мне суждено пройти. И я знаю, сколько я дам людям, которые будут вокруг меня, прежде чем я уйду на тот свет. Вот здесь об этом речь. Карта смерти здесь такая очень сильная, очень яркая, трансформатор. Человек, который трансформирует все вокруг себя и людей, которые находятся вокруг него. Человек, который живет не только для себя, но и во благо народу, во благо людям, которые находятся рядом с ним. Да? Здесь очень такая интересная, очень яркая карта. Человек-достигатор, человек ставит цели и не видит никаких препятствий. Человек знает, что он ниспослан сверху для чего-то невероятного, для того, чтобы усилить какие-то процессы. От него все идет, от меня все идет, и мной все закончится. Вот об этом говорит здесь карта смерти. Это характеристика личности Иосифа Виссарионовича Сталина. Его сильные и слабые стороны. У каждого человека, как я уже много раз повторяюсь в своих раскладах, есть сильные и слабые стороны. Давайте узнаем, какие были у Сталина. Сильные и слабые стороны Иосифа Виссарионовича Сталина. Давайте посмотрим сильные стороны Сталина и его слабые стороны. Его сильные стороны. Карта Паш мечей. Сильные стороны, как это ни странно, умел мимикрировать, умел скрываться, умел прикрываться за кем-то. То есть Паша, она вроде бы маленькая карта, да, и Паш мечей здесь говорит о том, что ну вот я что-то натворю, и скроюсь, да, то есть меня не будет видно, меня не будет заметно, я мимикрирую под кого-то, могу мимикрировать хочешь под камень, хочешь еще подо что, да, но это я так, не в буквальном смысле. И вот здесь карта мимикрии, моя сильная сторона, то, что я умею так подстраиваться под людей и так мимикрировать подо что-нибудь, что никто даже не поймет, что это я сделал. Меня сложно поймать, я трудноуловимый персонаж, персонаж, которого вроде бы видно, но никто не видит. Я растворяюсь в пространстве. Никто не сможет меня поймать и взять в тиски, взять в какую-то оборону, скажем так. И вот здесь мимикрия – это его сильная сторона. Мимикрировать под кого-нибудь, подо что-нибудь. Возможно, двойники даже были у него, да, мы потом в дальнейшем посмотрим это. Но здесь карта мимикрии, карта растворяюсь в ком-то или растворяюсь в пространстве так, что меня невозможно заметить, невозможно уловить и поймать меня. Вот это моя сильная сторона. Возможно, даже владела искусством каким-то, да, черной магией. Мы об этом поговорим в дальнейшем, что позволяло ему также растворяться, в прямом смысле этого слова, возможно, да, его слабые стороны. Слабые стороны управления. Интересно. Но для того, чтобы управлять массами, ему необходимо было чему-то научиться. Так вот, как раз мы поговорим про гипноз здесь, да. И, скорее всего, именно гипноз давался ему просто, и именно гипноз позволил ему управлять массами, управлять народом. Моя слабая сторона – это управление. Я не могу сильно сказать, я не могу сильно высказаться, я не могу сказать так, что народ будет меня слушать. Но по карте 11 мечей управление. Здесь мне нужно чему-то научиться. Мне нужно сначала научиться играть на музыкальном инструменте и иметь несколько рук. Иметь несколько рук – это обучение искусству черной магии, обучение гипнозу как раз-таки. Да? Мне нужно для начала чему-то научиться для того, чтобы постичь какие-то определенные высоты в самом себе, в подсознании в своем, да? Для того, чтобы потом управлять массами. Вот его слабая сторона – это коммуникабельность, это открытость, это свобода слова, скажем так. Да? Он не мог как-то правильно высказаться, то ли как-то мялся, то ли как-то заикался, запинался, когда говорил, да, то есть он не мог четко проговорить какую-то длинную фразу, вот прям вот, знаете, с гордостью и с уверенностью. Поэтому здесь все-таки обучение какому-то ремеслу для того, чтобы его слушал народ. Вот об этом он нам говорит. Моя слабая сторона – это искусство управления и коммуникации с людьми. Для того, чтобы этому обучиться, я должен, конечно же, сначала пройти какую-то школу. Вот об этом речь. Сильные и слабые стороны. Следующий вопрос, друзья. Действительно ли Сталина можно охарактеризовать как кровожадного тирана по отношению к народу СССР? Действительно ли Сталина, ну не только к народу СССР, да, действительно ли Сталина, новая среда. Сейчас, друзья мои, выложу все 6 карт. Действительно ли Сталина можно охарактеризовать как
кровожадного тирана по отношению к народу СССР. Действительно ли его можно охарактеризовать? Нет. Нет, нет. Я здесь этого не вижу, друзья. Я не вижу, что он был кровожадным тираном. Я вижу, что это все страхи, это все запугивание масс. Сейчас в основном, да, массам говорят, и историю, как я уже говорила, пишут победители, да. И победители, которые написали эту историю, тут скорее придумали, да, про человека, который не обладал вот этой тиранией, он не был деспотом, он не был тираном, он не был жестоким человеком, да, он был человеком достаточно противоречивым, я ничего не могу сказать, да. Король жезлов здесь говорит о том, что он такая противоречивая фигура, противоречивая личность, такая яркая, вспыльчивая, темпераментная. Однако эта яркость и вспыльчивость подразумевает под собой заботу о людях, о ближнем своем. Он хотел заботиться о людях. Вот, друзья мои, ничего не могу сказать, но здесь карта ностальгии еще, да, карта воспоминаний. Возможно, сейчас люди, те, которые жили в те времена, до сих пор вспоминают его с какой-то ностальгией и говорят о том, что новая среда не подходит, да, сейчас. То есть был бы Сталин, допустим, да, слышали такие слова, наверное, Сталина на вас нет, да, вот здесь вот об этом речь, идиллия, человек спокойный, человек умиротворенный достаточно, у него было много своих каких-то страхов, каких-то своих предрассудков. Еще раз говорю, он был человеком достаточно противоречивым, и вот эти страхи и предрассудки наложились на сегодняшний мир, на народ, да, который читает историю России и думает о том, что Сталин действительно был тираном. Это новая среда, которая не знает его, того Сталина, который на самом деле был, да, вспыльчивый, да, яркий, да, темпераментный. Обратите внимание, что здесь чакра Сахасрара, да, чакра, верхняя чакра, она очень открыта у человека. Это значит, что человек действительно обладал какими-то определенными способностями, очень ярко выраженной интуицией, управлением массами, мистицизмом каким-то. Но здесь не говорится о том, что король жезлов тиран. Понимаете, это не король мечей, это не туз мечей. Он заботился о людях. И для того, чтобы заботиться о людях, он хотел привнести в СССР какую-то определенную идиллию, для того, чтобы у людей не выработались какие-то страхи, хотя у него у самого было много страхов. И вот страхи сейчас, связанные с тем Сталиным, наши люди, мы, люди нового поколения, да, не знаем о том, каким он был на самом деле. А те люди, которые не из новой среды, а из старой среды ностальгируют, вспоминают, какой был Сталин, какой он был заботливый, какой он был лаконичный, да, в своем вот этом царствовании, скажем так, на троне. Но действительно, человек здесь тираном не был. Он был ярким, вспыльчивым, интересным, интересующимся, обладающим какими-то знаниями, но не тираном, не жестоким, не кровожадным, понимаете, человеком. Я этого здесь не вижу вообще. Я вижу заботу, я вижу терпение, снисхождение по отношению к людям, и я вижу идеальный мир, который он хотел построить для Советского Союза, чтобы не было никаких страхов, никаких сомнений в завтрашнем дне, в будущем. Понимаете, вот о чем речь. Следующий вопрос. Были ли у Сталина какие-либо психопатические расстройства личности? И какие, если были? У всех у нас есть какие-то расстройства, так или иначе. Кто бы что ни говорил, кто бы ни говорил, мне не нужен психолог, я абсолютно здоровый человек. Мы все контактируем с социумом. Мы все родом из детства, да, в детстве в любом случае что-то да случалось. Были ли какие-либо психопатические, именно психопатические расстройства личности, с которыми он пришел во взрослую жизнь, которые мешали ему, возможно, или наоборот помогали? Какие? Были ли психопатические многообразия? Угу. Вот опять его, да, сторона, то, что он неуверенный в себе человек. Неуверенный в себе человек и любящий, как, знаете, не как много женщин у него, а как будто бы не уверенный в том, что эта женщина будет с ним до конца. Вот знаете, вот как то ли менял женщин, не мог ужиться с одной долго, да, то ли как-то смотрел на других женщин, то ли многообразие говорит о том, что было много детей как-то в разных концах света, хочется сказать, да. Но здесь вот о том, что вот многообразие, я люблю многообразие,
однообразие, не люблю единую дружбу, не люблю, когда постоянно с одним и тем же, да, человеком. То ли вот вокруг себя собирал людей и постоянно их как-то менял. Вот знаете, вот я дружу с одним человеком, через 2 года поменяю его, несмотря на то, что вот мне друг этот симпатичен, нравится, он мне близок, да, но я меняю этого человека, потому что вот мне нужна перемена какая-то. Перемен требуют наши сердца, хочется сказать, да, изобилие, очень много, ну тут скорее про женщин, и про друзей, и про женщин, тут много, да, иллюзия выбора, скажем так, как вот много женщин было. Вот в этом ему, конечно, сложно было себе отказать, да, много женщин, много каких-то товарищей, друзей рядом, каких-то новых, как постоянное какое-то обновление. Это не психопатическое расстройство личности, это какая-то неуверенность в себе, заложенная с детства. Здесь есть психологические моменты, но нет психопатических расстройств. Я бы сказала, что психолог нужен, психиатр нет. И карта силы еще говорит о том, что ну, вот, тут человек на трибуне как-то мнется, видите, мнется, стесняется, какой-то робкий, и люди от него отворачиваются и уходят, не слушают то, что он говорит на трибуне. И опять-таки, да, его страхи вылезают. Вот посмотрите. Посмотрите, страх вылезает, да, сомнение, то, что я сейчас скажу что-то не то. Это опять про его слабые стороны, да, про то, что он не умел управлять массами. И для того, чтобы управлять массами, он должен был сделаться рыцарем мечей, таким хладнокровным, жестоким, вроде как на людях, да, и обучившимся какому-то ремеслу. Вот здесь не про психопатические расстройства, а здесь про неуверенность в себе. Из-за неуверенности в себе не мог управлять массами раз, и поэтому учился искусству, скорее всего, гипноза или черной магии. Мы сейчас посмотрим, да, для того, чтобы управлять этими массами, для того, чтобы быть уверенным в себе. Опять-таки, карта многообразия и изобилия говорит о том, что либо было много женщин, либо много друзей вокруг, да, которые постоянно сменялись один за другим. Он не мог умеренно смотреть на одного и того же человека. Чувства умеренности в нем не было, да. Он постоянно хотел достичь каких-то новых высот. Карта смерть. 13-й старший аркан выпал первым, да, по характеристике личности. И это говорит, что постоянно трансформируется он, и трансформируется все вокруг него, в том числе и друзья, и жены, и девушки, и детей, возможно, много было, да. Вот здесь вот об этом речь. И все из-за неуверенности в себе, друзья. Это не психопатические расстройства, это скорее психологическое что-то, да? Нужно копать глубоко в детстве. Следующий вопрос. Правда ли, что Сталина обучал искусству гипноза оккультист Георгий Гурджиев? И владел ли вообще Сталин искусством гипноза так, что мог с помощью него управлять массами? Правда ли, что Сталина обучал искусству гипноза? Да, поклонение. Я поклоняюсь тебе, мой учитель. Да, карта единичка пентаклей. Я поклоняюсь тебе, мой учитель. Ты поможешь мне вырасти и познать какие-то тайны, которые помогут мне впоследствии стать знаменитым и самым лучшим вождем. Карта поклонения своему учителю. Ученик, который еще маленький, понимаете, вот о чем речь. Овладел ли Сталин гипнозом так, что мог с помощью него управлять массами? Понятно, что он учился у Георгия Гурджиева, да? Мы уже это поняли сейчас. Владел ли Сталин так искусством гипноза, что мог управлять массами? Сначала как боялся, да? Туз пентаклей, но я все старое оставлю. Туз пентаклей – это старый дом. Накрыли старый дом, который вот-вот развалится, который должен идти под снос. Очень боюсь, да, королева кубков, много эмоций во мне плещется, я боюсь, что я не справлюсь, но все старое нужно оставлять и начинать что-то новое. Владел ли Сталин искусством гипноза так, что мог, он, конечно, карта жрец, здесь карта жрец выражает не только то, что он обладал искусством гипноза, но также, что он обладал какими-то тайными знаниями, жрец, это маг, понимаете, это человек, который сам уже мог стать учителем, он обладал какими-то такими вещами, возможно, обрядами, ритуалами, занимался и умел это делать, да, чтобы как раз-таки покровительствовать, да, чтобы люди шли за ним. Жрец уходит куда-то восвояси, а люди пойдут за ним. Содружества. Были какие-то тайные содружества, да, были какие-то тайные вечери, хочется сказать. Были какие-то кланы у них, в которых состоял как раз-таки Иосиф Сталин, да. Он учился не один у Георгия Гурджиева, как будто бы их несколько было. Вот такой вот маленький небольшой клан, советники.
люди помогают друг другу. Да, действительно, учился у Георгия Гурджиева, королева Пентаклей. Очень много женских энергий у него, у Иосифа Сталина. Он такой достаточно мягкий внутри. То ли мамина какая-то забота повлияла, да, тут как вот мама повлияла на его роль, женская фигура. Поэтому у него выпадает королева кубков. Я боюсь, что я не справлюсь. Королева Пентаклей. Вот королева Пентаклей, кстати, это я уже встаю на ноги, да, после обучения у Георгия Гурджиева. Вот здесь об этом речь. Да. Учился у Георгия Гурджиева Сталин, сначала боялся, испугался, потом стал настоящим жрецом, в содружестве где-то обучался с кем-то, да, какие-то кланы, какие-то стайки у них были. И королева Пентакли — это я встаю на ноги, но почему-то женские энергии. Вот у меня прям идут женские вот эти энергии, то ли теплота мамы, да, которая его очень сильно любила, то ли какой-либо другой женщины. Но вот здесь вот идет как такая немножечко женская фигура у него внутри, в нем больше женского, нежели мужского. Это неплохо. Это значит, что у человека очень сильно развита творческая составляющая. Это не значит, что он женственен. Следующий вопрос. Владел ли Сталин искусством черной магии? Использовал ли где-либо свои знания, да? И совершал ли он какие-то ритуалы, жертвоприношения, как того требует черная магия? Все-таки черная магия — это такое непростое искусство, не из легких. И те, кто туда попал, в эту черную мессу, они обязаны выполнять какие-то жертвоприношения, детские жертвоприношения, да, возможно. Владел ли Сталин искусством черной магии и применял ли ее на практике? Давайте сначала узнаем. Владел ли Сталин искусством черной магии и применял ли он ее на практике? Понятно, что именно гипнозом он управлял массами, да? Владел ли карты дружбы? Карта заботы. Только во благо. У меня вот тут идет только во благо. Никаких страхов, никаких сомнений, никаких переживаний. Только во благо. Но тут страхи еще были перед черной магией у него, да? Карта ностальгии. Опять те же самые карты. И карта смерти. Мне тут показывают, что он... Жрица карта, опять женская карта. Да, он владел, и жрица, и жрец у него вышли карты, да, он владел искусством черной магии. Магия, она, магия жрица, сама магия. Да, действительно, карта смерти, карта жрицы, но он знал, что у него что-то в душе, в нем самом перевернется, трансформируется. У него были страхи и сомнения, если он будет действительно использовать данное искусство, не пойдет ли это во вред, не пойдет ли это вред ему в первую очередь и тем людям, которые рядом с ним. Карта дружбы, карта заботы, опять-таки, еще раз повторюсь, он тут не похож ни в коем случае на кровожадного тирана, он похож, наоборот, на людей, на то, что он собирает вокруг себя людей, и он заботится о них. И поэтому карта ностальгии, карта воспоминаний каких-то, да, у людей о нем самые что ни на есть хорошие. Не у всех, правда, но у многих, да. И здесь я, если буду заниматься черной магией, если я буду что-то делать, он говорит мне как бы, да, через вот эти две карты, смерть и жрица, и карты страхи, я перестану быть самим собой, у меня что-то в моей душе перевернется, понимаете? Он не занимался искусством черной магии, он хорошо ей владел. Он иногда, возможно, что-то мог привнести, скажем так, в массы, что-то мог сделать для Советского Союза, да? Но здесь в основном искусство гипноза все-таки. Он умел управлять людьми, да? Он хотел этим научиться. Но здесь страхи, сомнения, а если я буду заниматься черной магией, как это обернется для меня и для моих друзей, родных, близких, тех, кто рядом со мной. Карта заботы. Я забочусь о своем будущем и о будущем своих близких людей. Поэтому о нем вспоминают очень хорошо. Я никогда не вернусь к прежней жизни, если я начну заниматься темным искусством. У меня есть страхи и сомнения на этот счет. Поэтому никаких ритуалов, жертвоприношений не было. Следующий вопрос. Почему Сталин поменял свою настоящую дату рождения 18 декабря на 21 декабря? И действительно ли Сталин, давайте посмотрим, родился именно 18 декабря? Действительно ли Иосиф Виссарионович Сталин, Джугашвили Иосиф, родился 18 декабря? Действительно ли Иосиф Джугашвили родился 18 декабря? Луна, карта восходящей звезды, карта восходящей луны, карта человека, который просыпается, карта рождения. Луна здесь еще обозначает карта рождения человека, не похожего ни на кого,
ни на кого-либо вокруг, да, человек, который рождается знаменитым уже, то есть он, я говорю же, он уже знал в самом своем начале жизни, в детстве, он уже знал, что он станет кем-то, что он станет вождем, что он станет царем, да, и здесь карта Луны выражает рождение человека необычного, данного с небес, данного свыше, это необыкновенный человек, да, действительно, Сталин родился 18 декабря. Хорошо, а почему поменял свою настоящую дату рождения 18 декабря на 21 декабря? Из-за чего? Почему Сталин изменил свою настоящую дату рождения на 21 декабря? Что 21 декабря значило для Сталина? Карта сила, карта рыцаря мечей, карта человека-воина, да, за толпой, который не скрывается за толпой, толпа идет за ним. Чувствует себя в своей тарелке, на своей территории, карта умеренности. Но здесь еще зимнее солнцестояние, да, 21 декабря. Тут как кто-то как будто бы ему посоветовал, как по совету кого-то, да, пойти за толпой, пойти за советом кого-то. Кто-то ему посоветовал эту дату, он не сам к ней пришел. Я буду рыцарем мечей, я буду рыцарем-воином. Я буду отражать атаки, я буду чувствовать себя в своей тарелке, в умеренности. Я буду чувствовать себя спокойно. И толпа пойдет за мной. Толпа поклоняется мне, карта изобилия, да? Я не буду больше чувствовать себя вот так неуверенно, как вот этот персонаж на трибуне, на карте. Тут кто-то ему вот пойти за толпой, пойти за советом. Тут кто-то ему посоветовал эту дату. Не он сам ее выбрал, а ему сказали. Вот 21 декабря. Да, ему посоветовали эту дату. И он переписал. Я буду рыцарем мечей. Я буду во главе угла, если я поменяю эту дату. Такой вопрос. Правда ли, что Сталин является биологическим сыном Пржевальского? Это не я придумала, друзья, это есть в интернете, да. Очень много слухов о том, что его настоящий отец не является его отцом, о том, что в их краях когда-то был Пржевальский, и мама якобы изменила отцу, да, с ним. Правда ли, что Сталин является биологическим сыном Пржевальского? Правда ли, что Сталин является биологическим сыном Пржевальского? Тут все карты положительные выходят, друзья. Вообще карты говорят, что да, интересно. Карты говорят, что да, и как будто бы идиллия как разрушилась, как будто бы в доме об этом знал мужчина, да, то есть его отец. Отец знал, как будто бы, что мать изменила ему, да. Тут либо уход отца, тут либо отец вел себя как-то неадекватно, тут что-то вот такое, понимаете? Объясню, практически все карты положительные, все говорят «да», кроме одной карты отшельника. Но здесь я вижу король жезлов, карта мужчины в семье, да? Все было идеально, все было хорошо, пока человек не узнал, рыцарь жезлов. Пока человек не узнал, не вспылил, да, вспыльчивый какой-то, как отец как будто дома вспыльчивый, да? Как будто держит в ежовых рукавицах по карте солнца, как эгоист такой. Колесо фортуны, карта перевернула его судьбу, вот это известие о том, что он не является родным биологическим отцом, как будто бы он узнал этот человек и отвернулся как-то по отшельнику, да, не то чтобы даже отвернулся, а как-то вел себя неадекватно по отношению к матери и к сыну, как будто бы это было до рождения еще ребенка. Все было хорошо, была идиллия, но потом вспылил. Карта эгоиста. Колеса фортуны карта. Ну, я не вижу, что он является биологическим отцом, да, что он является настоящим. Я вижу, что здесь все карты ответили положительно именно конкретно на Пржевальского, да. И здесь еще говорится о том, что сам отец Иосифа вел себя неадекватно в семье. Эгоистично, неадекватно, тиран, отшельник, мог отвернуться и не разговаривать несколько дней. Или как в ежовых рукавицах держать сына и мать, да. Тут такое ощущение, что он узнал, что он не его сын, и что-то вот было такое, как-то вспылил как будто бы.
но он не его сын. Он сын, ну, мне показывает, что сын Пржевальского, да, мне показывает, что да. Не все карты выходят положительные, кроме отшельника. А отшельник – это сам отец, который в семье вел себя не совсем однозначно. Это значит, что Иосиф Сталин действительно был царского рода. Давайте уточним, Пржевальский был ли он царского рода, и действительно ли Сталин тогда был царского рода? Вот мне интересно, да? Не зря же все карты указывают на то, что он необыкновенный какой-то мальчик. Действительно ли Пржевальский был царского рода? И значит ли это, что Сталин тогда царского рода, и он имел полное право на престол? Пржевальский, был ли он царского рода? Пржевальский, был ли он царского рода? Был ли Пржевальский царского рода? И имел ли Сталин право на престол, как полноценный человек из царского рода, да? Был ли Пржевальский царского рода? Многообразие. Император, ну, однозначно. Карта многообразия, девятка кубков. Здесь вышел большой род какой-то, да? Вот какой-то род, который тянется уже давно. То есть, да, царский род, император, однозначно, понимаете? Император. Император имеет право на престол, мог править еще очень долго. Не вплоть до 1953 года, он мог править еще дольше. Я говорю про Сталина, да? Он имел однозначно царские корни. А вот по поводу многообразия, здесь как будто бы очень такой большой род, долго тянется уже, много-много людей, и люди до сих пор есть на этом свете, да, и вот именно Пржевальский, он был царского рода, значит, соответственно, и Сталин царского рода имел право на престол. Спрашиваю, имел ли? Имел. Многообразие, долго тянущийся род, его очень много людей по свету. Они не только в России, не только в Советском Союзе были, да, их много-много где было, этих людей. Следующий вопрос. Были ли двойники у Сталина? И сколько? Были ли двойники у Сталина? Были ли двойники у Иосифа Сталина? Были ли двойники? Были ли двойники у Иосифа Сталина? И сколько? Были ли двойники у Иосифа Сталина? Которых отправлял куда-то, да, как в дальнюю дорогу. Для того, чтобы куда-то отправлять их. Забота о самом себе, для того, чтобы куда-то их отправлять, для того, чтобы не убили, что ли, как-то. То есть забота о себе. Для того, чтобы позаботиться о себе, он сам создал двойников. Я про Сталина говорю, да? То есть это была его инициатива, личная. Новая среда, здесь как несколько было, да? Расчет, для расчета, да, для заботы о себе был расчетливый человек, я про Сталина говорю, да, для того, чтобы уберечь самого себя для дальней дороги, для каких-то дальних путешествий, он использовал двойников. Карта итога. Нам нужно отдохнуть в своем мире, говорят карты. Так, здесь несколько двойников. Сколько двойников в итоге? Сколько двойников? Сколько двойников у Сталина было в итоге? Несколько двойников для того, чтобы ехать куда-то далеко, да? Для того, чтобы о самом себе позаботиться. Карта итога, карта отдыха, карта смерти еще может быть, да? Но здесь карта отдыха и заботы о себе. Сколько двойников было у Сталина? Мастер 1 и первые плоды его. От 1 до 3 двойников, друзья. Здесь не говорят конкретно точно сколько. Первые плоды, их несколько, от 1 до 3. Мои первые плоды, так как я мастер, я должен отдыхать, я должен расчет какой-то вести, да, я должен позаботиться о себе, я должен отдыхать иногда, и для того, чтобы отправиться в дальнюю дорогу, я посылаю туда своих двойников. Он сам принимал эти решения, ему никто не советовал заводить этих двойников, скажем так, да, от 1 до 3 двойников точно было. Действительно ли Сталин является самостоятельной фигурой на политической арене, то есть сам себя продвинул? Тут будет несколько вопросов сейчас. Действительно ли Сталин сам себя продвинул?
Действительно ли Сталин сам себя продвинул на политической арене? Продвинул ли его Ленин? Или продвинули его какие-то третьи лица, и Сталин является не самостоятельной фигурой, а проектом на политической арене? Сталин самостоятельная фигура. Поклонение, многообразие. Карты вора. Смотрите, поклонение, здесь говорится о том, что он изначально выбился в люди за счет дружбы с кем-то, дружбы с тем же самым Гурджиевым, со своим мастером. То есть он является самостоятельной фигурой, но Георгий Гурджиев, такое ощущение, что как-то входил в его дела, то есть что-то ему советовал, что-то ему подсказывал, что-то ему говорил, он как-то был в его делах замешан, понимаете, да? То есть дружба у них была хорошая, чистая дружба, и у него было поклонение к нему как к мастеру. Из этого я могу утверждать, что Сталин является самостоятельной фигурой, вышедшей из-под крыла своего друга. Дружба длилась очень долго, да, то есть он прям ему поклонялся, и это не то, что даже дружба, а поклонение мастеру. Карта многообразия говорит о том, что заблуждаются люди, то, что именно Ленин выдвинул Сталина. Сталин прекрасно сам мог выдвинуться в политике, да. Карта вора говорит, что это никакие не третьи лица, и это не проект. Сталин самостоятельная фигура, его фамилия, его имя, его фигуру он сам хотел. И он выдвинулся за счет того, что он обучился какому-то ремеслу. То есть ремеслу гипноза, как я уже говорила. Да? Поэтому эти карты неверные. Эти карты являются, одна карта является отрицательной, вторая карта говорит о заблуждении. Это самостоятельная фигура на политической арене. Никто им не управлял, ему подсказывали, как быть. Но решение он принимал самостоятельное. Следующий вопрос. Знал ли Сталин, что Германия нападет на Советский Союз? Знал ли Сталин, что Германия нападет на Советский Союз? Знал ли Сталин, знал ли Иосиф Виссарионович Сталин, что Германия нападет на Советский Союз? Что-то старое должно было уйти в небытие. Он знал об этом. Он знал, и был какой-то договор. Спрятаться за толпой, чтобы никто не знал о том, что у меня есть с кем-то договор. Карта дьявола 15-го старшего аркана. Все старое должно уйти в небытие, что-то старое должно было рухнуть, какая-то старая система, старые люди должны были уйти, новые прийти, да? Ты пока не готов это узнать, карты говорят. Ты пока не готов все узнать, карты говорят, да? Это слишком долгая история. Угу. Это слишком долгая история, говорю, дальняя дорога выходит. Давно знал, такое ощущение, как будто готовилась не один, не 2 дня, не 2 недели, не 3, не год и не 2 даже, да, то есть это как был какой-то план до этого, как сговор какой-то даже могу сказать, да, да, кто-то кем-то управлял, то ли Сталин управлял Гитлером, то ли Гитлер им, да, но здесь был какой-то сговор между ними. Управление дьяволом, да. Сговор между ними, что-то старое должно уйти. Я скроюсь за толпой, пусть никто не знает, что я об этом знаю. Ты пока не готов это узнать, говорят карты. Дальняя дорога очень долгая, очень долго спланированная, скажем так. Давно спланированное мероприятие. Это война. Отдельно про войну можно будет еще сделать, да? У меня есть про Гитлера на канале, отдельно еще про войну можно будет сделать, про Великую Отечественную, если хотите. Там очень много нюансов просто есть. Это мы долго будем с вами копать. Правда ли, что гонение на христиан, искоренение церквей и священнослужителей – это самостоятельное решение Сталина? Что его к этому подтолкнуло и чего он хотел добиться этим? Правда ли, что гонение на христиан, искоренение церквей и священнослужителей – это самостоятельное решение Сталина? Чего он этим хотел добиться? Чего он хотел добиться этим? То, что он... Карта жрица, карта паж жезлов. Скрыто опять что-то, да? Карта щедрости. Подарить людям свободу, не поверите.
Подарить людям свободу. Карта жрицы уходит, она свободна, это магия. Чтобы люди понимали, на что они способны. Подарить людям свободу. Люди ходят в церкви, люди молятся, люди религиозные, люди подчинены вот этим религиям, христианству, буддизму, исламу, да, еще каким-то религиям, всевозможным существующим. Он хотел, чтобы люди были свободны. Карта щедрости. Подарить им целый океан. Океан свободы. Подарить им силу, о которой они не знают, опять здесь топчется на месте, да, человек не знает о своей силе. Узнайте о своей силе, будьте свободны, будьте легки, как пажи. Паж жезлов и паж пентаклей. Паж — это легкая карта, это карта начинания человека, да, начните все заново. Карта мага. Используйте свою собственную магию. Люди даже не знают, насколько они сильны. Есть замечательная фраза: когда ты постигнешь, что такое этот мир и как он работает, у тебя сами собой начнут получаться чудеса, друзья. Это правда. Не зря в Европе были инквизиции раньше, да, тех людей, которые действительно понимали, что люди сами себе маги. И вот Иосиф Сталин хотел показать, что у людей есть очень большое поле, скажем так, да, для действий, но они этого не понимают. Человек хотел искоренить церкви, действительно было его самостоятельное решение, потому что он считал, что любая религия – это привязанность к чему-то, и это людей ограничивает, а люди сами себе волшебники своей собственной жизни. Следующий вопрос. Как в действительности Сталин относился к Ленину? Я знаю, что у них были очень хорошие, такие близкие, дружеские, даже, я бы сказала, отношения. Сталин помогал Ленину, да, как-то выдвигал его кандидатуру, был за него очень долгое время, когда там Троцкий хотел подсесть Ленина, да. Но как на самом деле Сталин относился к Ленину? Правда ли действительно, что он так к нему относился по-дружески, по-товарищески? И как Ленин относился к Сталину? Как Сталин относился на самом деле к Ленину? И как Ленин относился к Сталину? Давайте узнаем. Как Сталин относился к Ленину? Дружба. Это действительно дружба, это правда. Это я не подсесть тебя хочу. Это я долго с тобой общаюсь, потому что мне с тобой приятно, комфортно, и я действительно ощущаю единение душ. Двойка кубков, это правда. То есть нет здесь сокрытия чего-то, нет здесь каких-то сакральных смыслов, нет здесь того, что он как-то не так, как-то плохо относился к Ленину, с какой-то хитростью, да. Вот я думала, кстати, наоборот. А как Ленин относился к Сталину? Содружество. То есть представляете, какая вот идиллия, хочу сказать, да? Действительно, содружество. Содружество, я тебе доверяю все свои тайны, все какие-то свои сокровенные моменты в жизни. Четверка жезлов. Мой дом, моя крепость, еще четверка жезлов, да? Сулит по другим колодам Таро. Но вот именно в этой колоде Таро говорит о содружестве, о клане, о каких-то общих идеях, о каких-то общих тайнах, привязанностях к чему-то, да? Очень интересно. Очень интересно. Имеет ли какое-либо отношение Сталин к смерти Ленина? Ну, так как они были друзьями, вряд ли, да, но давайте все-таки узнаем, посмотрим, этот вопрос у меня был. Имеет ли какое-либо отношение Сталин к смерти Ленина? Имел ли какое-либо отношение Сталин к смерти Ленина? Продвигать к вершине колесницу, рыцарь Пентаклей куда-то едет. Стремление, карты стремления к чему-то. Тут ощущение не то, что ты пока не готов это узнать, опять говорят карты, про рыцаря Пентаклей, что ты не готов узнать. Какой-то рыцарь Пентаклей, он знал, что замешан в этом какой-то рыцарь Пентаклей. Он об этом знал, он знал, что есть сговор, но он не имеет самого отношения к этой смерти, так как у них была дружба действительно, да. Карта колесница, мы всегда вместе, мы вместе всегда идем и к чему-то стремимся, к какой-то вершине. У нас идиллия, мы друг другу помогаем, как вы могли подумать, что я имею какое-то отношение к его смерти. Нет, здесь какой-то рыцарь Пентаклей, другой замешан, но ты пока не готов это узнать, говорят карты. Здесь какое-то
какой-то сговор. Понимаете, но он к этому сговору не имеет никакого отношения. Здесь сговор каких-то лиц, какого-то рыцаря Пентаклей, который стремится возвыситься как-то, пройти вперед, скажем так. Но карта говорит, ты пока не готов об этом узнать. У нас идиллия, у нас содружество было. Я не имею никакого отношения к его смерти. Я только заботился о нем тогда, когда он уже не мог встать. Карта идиллии еще говорит о ребенке, либо о человеке в коляске, да, о человеке, который не ходит, который уже не может самостоятельно каких-то решений принимать. Я за него их принимаю, я за ним ухаживаю. Такое ощущение, как ухаживаю он за ним, что ли, в последние его годы жизни, последние годы жизни Ленина. Вот здесь об этом речь, но я не имею никакого отношения, хотя я подозревал, я знал, что есть дьявол, есть какой-то рыцарь Пентаклей, и дьявол – это какой-то сговор между лицами, чтобы Ленина не стало, да? Ну, вы прекрасно знаете, что произошло с Лениным. У меня где-то здесь сейчас появится... Я сейчас про мавзолей буду говорить, просто у меня где-то здесь сейчас появится видеорасклад про мавзолей. Обязательно посмотрите, для чего используют Ленина до сих пор, да, по сей день. Очень жуткие вещи творятся. Знал ли Сталин о магических свойствах мавзолея, как раз про мавзолей, где находится Ленин сейчас по сей день? И использовал ли он как-то его в свою пользу, этот мавзолей? Потому что он стоит на определенном меридиане, на определенном 37 градусе, на определенном векторе этот мавзолей. И его используют сейчас, ну, посмотрите расклад, поймите, для чего его используют. Для чего используют тело Ленина, да? Знал ли Сталин о магических свойствах мавзолея? Использовал ли он его как-то в свою пользу? Знал ли Сталин о магических свойствах мавзолея? Использовал ли он как-то его в свою пользу? Карта привязанности к человеку. Карта итога. Он хотел совершить правосудие. Он хотел совершить правосудие, потому что он был привязан к Ленину. Ленин много чему его научил. Выдвинул его даже как-то каким-то образом вперед. Да, он и сам выдвинулся, и сам продвинулся, он бы и сам смог. Но Ленин ему тоже как-то помог. Первые плоды от Ленина, как будто здесь говорится, да? Первые плоды от того человека, кто ушел в небытие. У кого итог случился, да, и вот он почему-то, он знал, говорю же, он знал, что есть какой-то сговор, он не использовал никак мавзолей в свою пользу, но он знал, что есть что-то в этом мавзолее такое, для чего его используют. Карта итога, человек умер, но не до конца, как будто, да, у меня привязанность к этому человеку, я хочу за него отомстить, я хочу совершить правосудие, скрывшись как-то за толпой. Как за толпой скрывшись? То ли это война, да, про которую он знал, Великая Отечественная, вот это нужно побольше будет раскрыть, в Великой Отечественной войне, если мы будем с вами делать про ВОВ, да, напишите мне, пожалуйста, вопросы. Как-то скрыть за толпой свое правосудие. Хочу отомстить за него. Знаю, потому что там дело нечисто. Что там Красная Королева орудует. Красная Королева – это королева Лилит. Помните, я вам говорила, королева дьяволов, да? Первая жена Адама. Какие-то первые плоды приносит им человек, который ушел в итог. То есть человек вроде умер, но не до конца. Я про Ленина сейчас говорю, да? И я бы очень хотел отомстить и совершить правосудие. Он знал, что с этим мавзолеем что-то нечисто. И он хотел как-то, скрывшись за толпой, совершить правосудие. Ну, возможно, толпа как-то, да, должна была за него совершить правосудие. Не он своими руками, а люди. Возможно, это даже говорится про войну Советского Союза с Германией. Для чего в Москве были сооружены сталинские высотки? Какова главная цель этих сооружений, этих построек? Для чего в Москве были построены сталинские высотки? Для чего в Москве были сооружены сталинские высотки? Какова главная их цель? Главная цель сталинских высоток – уберечь солнце, карта уберегу от всего. Уберегу до конца дней моих
и дальше, да, то есть как уберечь Москву, что ли, уберечь солнцем прикрыть, да, как прикрыть. Это как, знаете, как оберег какой-то. Когда уйду своей дорогой, чтобы осталось что-то после меня. Карта солнца. Нам нужно отдохнуть в своем мире, говорят карты. Здравствуйте. То вы сегодня разотдыхались. Да, противостоять какому-то злу, для того, чтобы Москву ничего не трогало. Вот люди думают о том, что это вот масонские постройки, которые вредят, и, знаете, что-то как бы создают что-то не то, да, в Москве, какую-то не ту атмосферу. А тут наоборот, как, знаете, как закрыть собой, как противостояние от кого-то, от дьявола, противостояние от дьявола данной высотки строились, да. Я когда уйду своей дорогой, вершина, они будут высокие, на самой вершине стоять, да. А когда я уйду своей дорогой, от меня что-то останется, что будет уберегать от дьявола. Так интересно, это как оберег какой-то своеобразный. Это как своеобразный оберег для Москвы. Понятное дело, что высотки масонские, да, и ясное дело то, что Сталин был не простым человеком, он был посвященным, он был масоном. Я даже спрашивать об этом не буду, потому что, ну, это странно. Непосвященных людей гипнозу, черной магии не обучают, да, это нужно быть посвященным в какой-то определенный культ. Культ масонов, иллюминатов, сатанистов. Сатанистом он не был. Иллюминатом, я думаю, тоже вряд ли. Я думаю, что он боролся, наоборот, да, с иллюминатами, с глобалистами. Он был масоном, это очевидно. Постройки масонские, но они защищают и оберегают город именно конкретно от нападения какого-то дьявола. Тут об этом говорится. Следующий вопрос. К смерти Сталина, да, пришли мы с вами. Смерть Сталина. Естественно или его убили? Причина смерти. Причина смерти Сталина. Естественно, убили. Причина смерти Иосифа Сталина. Причина смерти Иосифа Сталина. Естественная смерть или убили Сталина? Скрыться за толпой, чтобы... Тут луна, тут убийство, тут либо отравление какое-то, да, то, что незаметно для глаза, это отравление, удушение, но удушить еще нужно так суметь, чтобы не было никаких следов, да. Здесь либо отравление, либо удушение, то, что скрыто, карта луны, карта собрания каких-то сообществ, карты сговора какого-то, да, скрыться за толпой, я ничего не знаю, естественная или смерть, нет, неестественная, прикрыться чем-то и сказать, что это естественная смерть, его убили однозначно. Как его убили? Как его убили? Покажут нам карты или нет, как его убили? На своей территории его убили, понятно. Это понятно, что на своей территории. А как? Карты прям. То не хотят говорить, то поговорить. А поговорить лишнюю информацию нам говорят, да? Понятно, что на своей территории. А как его убили? Как убили Сталина? Дьявол сам убил, да? Ну, это сговор, это убийство. В любом случае, ну, тут что-то в рот, да, во рту что-то, тут что-то связывается. Я же говорю, тут либо отравление какое-то, да, туз мечей. И туз мечей говорит об убийстве, да. А как убили? Как какие-то пары, знаете. Тут отравление, как не через... Не что-то выпил или что-то скушал, а тут какие-то пары. Здесь пары, здесь рот, да, или что-то вдохнул в себя на своей территории, да, как пары чего-то. Подкравшись незаметно, что-то сделали, да. Подкравшись, тут либо отравление, либо пары чего-то в его комнате, чего он надышался. Тут нос, рот. Что-то вот с этим связано. Тут вот так вдохнул и все. И ему плохо стало, он вдохнул это в себя. Тут кто-то, подкравшись незаметно, ностальгия, тот, кого он долго знал. Это человек, которого он знал. Дьявол. Кто хотел метить, может быть, да, вместо Сталина. Туз мечей, убийств. Тут все говорит об убийстве, пары чего-то, либо вот как-то ему что-то подмешали незаметно, да.
через рот, через нос как-то вот здесь вот идет, как удушье, и проблемы с пищеварительным трактом, да? Хорошо. 5 марта 1953 года умер настоящий Сталин или его двойник? Были еще такие вопросы, да? 5 марта 1953 года умер настоящий Сталин или его двойник? 5 марта 1953 года умер настоящий Сталин. Настоящий, потому что неволя. Больше не будет никакого многообразия, больше не будет ничего, больше не будет никаких двойников, потому что больше не будет меня. Настоящий. Его самого показали, король жезлов. Помните, король жезлов, он выходил как человек с незаурядным мышлением. Человек, у которого хорошо развита интуиция. Король жезлов вспыльчивый, яркий, темпераментный, но тем не менее не кровожадный и не тиран. Умер сам Сталин. О двойниках не может идти речь. Кто убил? Давайте посмотрим. Хрущев, Берия или какие-то третьи лица. Кто убил Сталина? Кто убил? Кто убил Сталина? Кто убил Сталина? Кто убил Сталина? Хрущев, Берия или какие-то другие третьи лица? Противостояние было у Хрущева со Сталином, да? Как-то что-то припирались, что-то чему-то он не подчинялся, Сталин, да? Не то, что не подчинялся, что-то вот как его легче как будто убить было, да, чем с ним договориться о чем-то. Берия. Правосудие совершено было у них, знаете, как... Знаете, они как договорились, вот эти вдвоем, вот эти два дружка договорились. Они не сами убивали, а как кто-то за них убил. Но они договорились по карте мастера, по карте многообразия. Их было несколько заговорщиков. Но почему-то Берия получил какое-то правосудие после этого. Что-то с ним случилось. То ли тюрьма какая-то, то ли умер, что-то вот такое здесь, да. Кстати, не знаю, что с ним случилось, потом расскажите мне. А по поводу противостояния, здесь легче было убить Сталина, чем о чем-то с ним договориться. Третьи лица его убили, третьи лица, конечно, щедрость. Карта щедрости говорит о том, что заплатили щедро этим третьим лицам, да. И их было несколько, много, большое море. Шестерка пентаклей, за деньги договорились. Умеренность, кто-то из медицины. Карта умеренность еще медицину показывает, да. Кто-то из них обладал еще какими-то, то ли знаниями какими-то обладал, то ли из спецслужб они из каких-то были, как будто бы на них халаты, но они не совсем врачи. Здесь об этом речь. Хорошо. Последние два вопроса, друзья. Тело Сталина действительно находится у Кремлевской стены? Используют ли как-то тело Сталина сейчас? Как и где, вы понимаете, да? Где можно использовать в ритуалах, в каких-то обрядах, в черных каких-то мессах. Тело Сталина действительно находится у Кремлевской стены? Действительно оно там захоронено? Да. Используют его в магии. Много людей используют для противостояния чего-то. Как, знаете, когда идет война, для того, чтобы мы были первые. Опять эти карты вышли, да? Тело Сталина действительно находится там, но как будто бы что-то у него отсутствует. Здесь светящаяся голова, всему голова. Голову используют в магии, как чего-то нет у него. И эту голову как будто используют. Карта свастики, карта войны еще, да? Противостояние для какой-то войны, для того, чтобы противостоять противникам его используют. Многообразие, много людей используют. Опять эти карты, понимаете, для того, чтобы совершить правосудие. Сколько мешай, не мешай, опять эти карты вышли. Рыцарь мечей для войны, для какой-то опоры. Конфликт, я же говорю, для войны используют. И чего-то нет, как головы нет. Головы нет, используют в магии. Для противостояния противников в войне используют, да, Российская Федерация. Для того, чтобы быть непобедимыми.
Если бы сейчас Сталин управлял современной Россией, что бы было со страной? Последний вопрос, друзья. Мы уже на час с вами сделали расклад, такой длинный получился. Если бы сейчас Сталин управлял современной Россией, что бы было со страной? Если бы сейчас Сталин управлял современной Россией, то что было бы со страной? Перерасчет, забота о людях, перерасчет чего-то, как перерасчет денег, то ли что-то с ценами другое, да, то, к чему уже привыкли, привязанность. Четверка пентаклей, двойка пентаклей, к чему уже привыкли, к ценам привыкли, перерасчет цен, перерасчет денег, либо какие-то деньги другие, забота о ближнем, о своем, да, забота о семьях, возможно, забота о каких-то малоимущих семьях. Тяжелые ноши карта. Карта защиты. А что за тяжелая ноша? Рыцарь кубков и десятка кубков. Понятно, что забота о людях, забота о малоимущих, забота о, как знаете, как вот лишнюю денежку кому-то дают. Вот защита для семьи, как большие семьи, забота о ближнем, да? Это что из хорошего. А вот по поводу перерасчета и тяжелой ноши. Но вот с деньгами все равно было бы как-то неважно, люди мои дорогие, знаете. Тут как какие-то новые деньги, какой-то... Не смог бы он так управлять, как управлял он раньше, понимаете, массами в СССР, немножко по-другому, немножко другие люди сейчас, да? Люди другой эпохи. Тут что-то с деньгами было бы неважно, как будто бы, да? Да, тут воровство, как будто бы... Он на троне столько не правит, да? Ему нужно будет уходить. Ну нет, он здесь в любом случае бы итог. Здесь в любом случае его бы убрали. Я про Сталина говорю, да, он бы не правил современной России, если бы он сейчас жил. Почему? Потому что там другие совершенно люди, другие ценности, другие привязанности, другая эпоха, другие деньги. Тут что-то с деньгами было бы неважно. У нас и сейчас экономика не очень, да? А тут вообще что-то полегло бы, да? Ну, забота о людях, да, это было бы. Но мы и сами о себе сможем позаботиться, да, если вовремя возьмем себя в руки и не будем никому подчиняться, так как мы сейчас подчиняемся, скажем так. Друзья мои, я напоминаю, что у меня есть личные расклады, есть обрядовые свечи, которые мы делаем своими руками из натурального воска, с настоящими рунами. Это не те обрядовые свечи, это немножко другие, это обычные свечи. Если хотите приобрести обрядовые свечи, обряды и личные расклады, обращайтесь ко мне, пожалуйста, в личку. Это были все вопросы на Сталина. Если вы захотите, чтобы я сделала про Великую Отечественную войну отдельно, там мы уже с вами рассмотрим более глубокие вопросы, да, касаемо уже 41-45 годов. Возможно, затронем Первую мировую, да, даже если захотите. Я вас очень люблю, друзья мои. До новых встреч!